Друзья, всем привет! Продолжаю обустраивать мастерскую, и как вы видите, за моей спиной есть две неотделанные стенки, которые я специально оставил напоследок, чтобы повыбирать материал, расцветки, чтобы был красивый фон, записывать в том числе вот такие видео. И немного повыбирав, кажется, нашел такой материал, который можно не только в мастерской использовать, но и дома в интерьере, а также можно применять на фасадах. Ну а пока давайте начнем с подготовки стен к применению этого материала. Начать необходимо с подготовки рабочего места. Надо убрать все лишнее, чтобы не мешало в дальнейшей работе. Я обнаружил, что строительные плиты, которыми у меня сделана отделка, прикручены всего по одному саморезу. Видно, торопился во время монтажа и решил оставить на потом этот вопрос. Видимо, этот момент настал. Как раз взял товарищ попробовать гвоздезабивной пистолет, поэтому я пробил 16-мм плиты 50-ми ершонными гвоздями. Мастерская каркасная, поэтому пробил все по стойкам. Это я к тому, что на этом этапе надо быть внимательней, чтобы основание было надежно закреплено, если оно как-то отдельно требует крепления. После этого нужно загрунтовать стены любой грунтовкой глубокого проникновения. Валик нашел, а лотка нет. Но это не проблема. Вырезал лоток из 5-литровой бутылки и загрунтовал стены, которые буду отделывать. Кстати, работать надо в теплом помещении или в теплую погоду, если работаете на улице. Требуется температура от 5 градусов и выше. В работе будет использоваться белый плиточный клей. Главное, чтобы прочность соединения клея была выше, чем 1 мегапаскаль. Как правило, это указано на мешке. Не пугайтесь работы с клеем, тут все очень просто. Сам делаю это первый раз и честно думал, что не получится. Подписчики моего канала в Telegram уже видели, как будет выглядеть эта стена. Это видео и появилось в том числе благодаря просьбам подписчиков поподробнее рассказать об этом материале и как его монтировать. Так что и вы переходите и подписывайтесь туда, там много чего интересного и полезного. В ведро наливаем немного воды и добавляем клей. Затем перемешиваем. Есть специальные насадки, но у меня нашлась для перемешивания краски. Использовал ее и тоже рабочий вариант. Консистенция клея должна быть не жидкой, чтобы еле-еле клей сползал со шпателя. Предстоит нанести его на стену гребенкой с ячейкой 6 на 6 мм. Давайте расскажу немного про материал, который буду использовать. Он называется АМК – акрил мраморная крошка. Декоративное покрытие, в основе которой используется как раз таки мраморная крошка. Внешне очень похоже на кирпичную кладку. У покрытия нет прямых аналогов на данный момент, производство находится в Ростове-на-Дону. АМК – это отделочный материал, который можно монтировать на фасад здания, жилого, нежилого, коммерческого, а также во внутренней отделке. Может применяться на различные поверхности, такие как газобетон, пенобетон, пенополистирол, пенопласт, жесткая минеральная вата, гипсокартон, штукатурка, кроме металла, стекла и пластика. Легкость монтажа. Все, что нужно для монтажа, это ровная поверхность и соответствующий клей. Многообразная палитра цветов, возможно создать свою уникальную комбинацию оттенков. Легко ремонтировать, то есть не нужно снимать весь материал, а можно заменить необходимый элемент. Можно мыть керхером, состоит из натуральных материалов, а значит безопасен, при этом устойчив к различным воздействиям окружающей среды. Купить материал можно более чем в 60 городах России. Список партнеров можно найти на сайте. Ссылку на сайт, а также дополнительную информацию оставлю в описании под этим видео. Покрытие нанесено на сетку и имеет размер по высоте 1200 мм, а ширина это 3 кирпичика или примерно 860 мм. У первого листа подрезаем лишние кирпичики. По размерам листа размечаю стену, чтобы поэтапно наносить клей. Также верхняя разметка должна быть сделана по уровню, чтобы правильно располагать листы. Первый раз наношу клей на стену и, честно говоря, сначала получалось кое-как. Но было интересно потренироваться. Процесс несложный, главное пробовать. После нанесения клея берем лист и аккуратно прислоняем его к стене. Желательно сразу по верхним меткам, чтобы минимально корректировать положение листа. И далее придавливаем покрытие шпателем с усилием, чтобы убрать лишний воздух. Клей немного должен продавиться через швы между кирпичиками. Шпателем работаем смело, так как каждый кирпичик защищен довольно толстой и прочной пленкой, которую потом уберем. Так как клей полностью не заполнил швы и вообще, чтобы швы были аккуратными, затираем все тем же клеем, прямо сплошным слоем, как на видео. Далее повторяем процесс и наблюдаем, как получается все лучше и лучше. Клей наносить на стену с каждым разом все проще и проще, и работа идет быстрее и аккуратнее. Расход клея, кстати, примерно 5-6 кг на квадратный метр. Одного замеса мне хватало примерно на 3 листа.
Можно делать замесы и побольше. После этой работы нужно отдохнуть, примерно 4 дня. Лучше не спешить, ждем в общем пока высохнет клей. И настало время отрывать защитную пленку с кирпичиков. Сначала делал это прямо так, как есть, поддевая немножко ножом. Я нарочно проигнорировал совет производителя намочить валиком стену перед снятием пленки. Скажу сразу, сдирается она и так, но нужно прилагать некоторые усилия и думаю, что есть риск повредить покрытие. Поэтому берем валик и воду, наносим на стену и снимаем пленку. Уже сильно проще и быстрее. Процесс несложный и быстрый, а результат, на мой взгляд, просто бомба. Также под верстаком и справа от него решил закрасить все матовой черной краской. Далее, из запасов нашел 4 доски лиственницы 145 на 20. Но так как она долго лежала, требовалось немного ее построгать. Далее распустил доску пополам, отторцевал и отпилил по высоте стены. У меня стена 2 метра 70 сантиметров. Далее фрезером снял кромку. И на последнем этапе отшлифовал доски шлифмашинкой. И финал. Прибиваю доски на стену справа от верстака. Прибиваю с промежутком. У меня этот промежуток получился около 5 сантиметров. Можно сделать его меньше, но у меня не было больше доски. Но так вроде тоже вполне себе. Бил все финишными гвоздями, и их почти не видно. Монтировал по лазерному уровню. Красить доски не планировал и не буду красить. Мне кажется, такой естественный цвет лиственницы очень красивый. А как вам? Верстак еще не красил, пока выбираю цвет и краску. Нужна особо прочная. Может, посоветуете что-то в комментариях? Друзья, вот такое видео получилось. Результат работы, на мой взгляд, хороший. Теперь на стены приятно смотреть и не стыдно показать. Если видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на телеграм-канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!